Нифига себе. Смотрите, какой наглый. Подпер меня. Эй, да что за ведро с болтами? Сережка приехал. Ему 5 утра, дорога гудзит, такое ощущение, как трафик такой серьезный в 5 утра. Снежок идет мелкий. Дорога так вроде нормальная. Мороз градусов 10, больше нету здесь. Посмотрим, как тут. Скользко. Скользко, скользко. Видите, я почти катаюсь. Скользко на дороге, скользко. О, сзади весь в снегу. Всю дорогу по снегу ехал. Ладно, мы его сейчас будить не будем. 5 утра. Он только приехал недавно. Видите, еще даже следы не замело. Пусть поспит. Я пойду в душ пока схожу. Завтрак приготовлю. Потом этого гражданина разбудим. А, да, кстати, доброе утро. Пойдемте, мана, обойдем. Кафе «Восток», Красноярский край. Перегонщик. Я вечером спать ложился, он уже стоял. Вот мы так с ним тут ночуем. Видите? Машина работает, даже не слышно. Да, все тут нормально. Стоянка у Миши бесплатная. Я так понял, туалет, душ ночью тоже бесплатные. Только надо за ключиком сходить. Так, колеса мои, все хорошо. Огонь. Вот так вот и машинки приехали. Вот я спать ложился, вот эти двое уже стояли. Хакасская машинка и 58-й это у нас что? 59-й пермский. Пенза, что ли? 58. И вот ситраки подъехали, пацаны. Реф вон подошел. И так паркуются люди. Че, бесплатно, кухня классная. Кормят шикарно. Пойдем за вещами. Пойду покупаюсь. Часиков в 6:30 Серегу разбужу. Выспится потом еще успеет. Наглый такой, да? Такой наглый Исудзу, наглый. Нет, душ 200 рублей стоит. Я пошутил насчет бесплатного. Шутка. Сходил, ключик взял. Пойдем покупаемся. Туалет тут тоже все на уровне. Все четенько, красиво. Здесь днем девушка сидит. Сейчас нету. Ну, все аккуратно. Видите, все новенькое. Душ у нас вот здесь, я так понял, да? Ага. Этот ключик, вот этот. Может и
этот. Может, вот этот. Вот этот. Ой, тут тепленько так. Смотрите, как красиво. Как все нарядненько. Стиралочка есть. Постираться можно, кому нужно. Душ шикарный, большой. Огонь. Мишка. Красавчик. Все на высшем уровне. Одна кабина, одно душевое помывочное место. Ну, им больше и не нужно. Зачем больше? Все шикардос. Пошли полоскаться. Сережа, подъем. С той стороны расшторивает. Ты чё, с открытой форточкой спишь? Давай, вылазь, пошли завтракать. Здорово. Привет. Я смотрю, жарко тебе. Вообще ништяк. Горячий сибирский парень. Че, на завтрак? Не, ко мне, в мана. Бери кружку. Ой. Бери О, сейчас я покажу, какая у меня кружка. весло какое-нибудь бери. Сейчас. Пойдем завтракать. А сколько времени? 20 минут 7. 3 часа даже поспал. Ну. Сейчас пока поедим, да и часов в начале 8 ехать надо. Короче, давай, собирайся. Да, не сейчас. Стекла запотевшие, нифига не видно. Вот, Серый поехал. Позавтракали с ним. Чай попили. Сейчас стеклышки мои отойдут, и я поеду. Догоню его где-нибудь. Ай. В этот раз у него 12 выгрузок, говорит. Немного. Сейчас мы поедем. Без 15,8. 9 километров до объездной, 42 километра до проходной. Я совершенно не пожалел, что я здесь остался. Стоянка бесплатна. Ночью туалет тоже бесплатный. Кухня, за кухню уже 1000 раз одно и то же говорил. Шикарная. Вот вроде снег шел всю ночь, да, ну дорога нормальная. Как там-то выходил, скользковато было, ну здесь, ну, тут тоже, конечно, скользковато. Но ничего, машина идет хорошо. Так что едем на алюминиевый. Серегу я уже обогнал. Едем на Русал, Красноярский алюминиевый завод. Сейчас даже не думаю, уверен на 100%, песня будет не быстрая. Пока беру пропусков, эти все заезды, выезды на эти все стратегические предприятия. По загрузке пока ничего. Тут единственное, что планируют на восток, на Дальний Восток отправляться на Новый год. Как это все, как будет все выглядеть, каким образом, узнаем немножко позже. Сейчас на объездную и будем заходить в Красноярск с другой стороны. Ну там после региона, там буквально до следующей развязки и в город.
без пробок к 8:30 приедем. Прям как это, как Ванга какая-то. Я что-то сейчас вспомнил, когда вот прошлым рейсом с Владивостока туда на Мурманск шел, как раз же мимо Красноярска проезжал, и что-то тут разнылся, что давно в Красноярске не был, там туда-сюда. Пожалуйста, получи деревня трактор. Конечно, это не набережная Енисея погулять, но все равно. Вот он и Красноярск. Здрасте. 6 километров. И наш алюминиевый доехал вообще четенько, красивенько, никто нигде не мешал, не видно ни пробок, ничего. 15 минут 9, даже с запасом приехал, я думал к 9 приехать. Но сейчас к 8:30 пойдем разбираться. Сейчас как только кучу фур увидим с правой стороны, и все, и там надо тормозить. Это мы тут со стороны промзоны, конечно, заезжаем. Я так понимаю, ТЭЦ местная. Ну, похоже. Может и не ТЭЦ, может так что. В темноте толком еще не поймешь. Только-только светать начинает. Промзона. Промышленная часть Красноярска перед нами. Катался я уже и по этой улице катался. В принципе, уже Красноярск-то. А с Бонни и Клайдом так мы вообще весь Красноярск сколесили. Вдоль и поперек. С юга на север, с запада на восток. Стекло помыть. 10 градусов всего. Тепло. Куча складов тут слева. Всякие разные. Монолит плюс терминал какой-то. Куча всяких предприятий. Вон там же маленькие грузятся. Сейчас поедут развозить тут такие, как Серегины коллеги. 12 точек по Канску. Фигня, говорит, в этот раз. Мало. Я говорю, ну да. В прошлый раз что-то там 19 или 20 даже было. Ну вот. Никого нет, еще красный цвет умудрились поймать. Тоже человек какую-то базу стоит, видите, вниз спустился тут. Сиал какой-то. Здесь единственное, что вот тоже хреново, что здесь, ну, нет никакой парковки. То есть вот тут сейчас вот подъедем. Я говорю, я на алюминиевом в Красноярске не был ни разу. У меня батя был на нем. А я не был ни разу. Ну, я мимо него ездил и видел, как там машины вдоль дороги стоят. И народ там бегает, оформляется, заезжает. В черте города завод находится. Почти приехали. 1,5 километра осталось до проходной.
Вот он начинается справа. Так, тормозим, тормозим. Может быть скользко. Вот я не знаю. У меня через километр показано, а машины вот стоят, как бы на заезд. Или это не... Что они тут стоят? Ну, как бы на заезд, наверное. Сейчас по рации спрошу. А на завод на Крас это вот здесь заезд, да, парни? Надо вообще... За пропуском сначала, дальше туда, перед светофором. А потом сюда возвращаться, да, здесь заезжаешь. Это выгружаться и загружаться все сюда, да? Здесь пограничников 40. Пограничников 40. У меня какой адрес? Пограничников 40. А, у меня тоже пограничников 40. То есть это вот сюда, да? Сначала надо вперед проехать, там пропуск выписать. Перед светофором еще одна проходная, и с торца там пропуска выдают. Документы возьмешь свои? Принял, спасибо. Вот как. Видите, а я не знал. Я думал, там же и заезд. Поехали за пропуском. У меня везет как раз где пропуск, вот через 700 метров. Вот именно вот туда меня и везет навигатор. Координаты. Туда поехал. Надо было здесь останавливаться. Походу, что я там сейчас уже не стану. Блин. Да, зря надо было здесь в ИТ-ка упереться и... Фиг вам, я тут место найду. Ладно, я сейчас развернусь и вот здесь вот с левой стороны встану. И потом пойдем за пропуском. Все. Пропуск выписал. Не было заявки. Но, правда, быстро дозвонился тут куда надо. Без проблем. Идем заезжать. Так. Женщина приятная сидела в плане того, что обычно там все, звоните куда хотите. Она там раз-раз попыталась, давай туда звонить, сюда звонить. А здесь вот эта легковая проходная. Так, вызывай туда дальше. Вот. А здесь она попыталась позвонить, ну там чуть трубку не снимали. Ну, говорит, вот спробуйте, там на входе телефон висит. И все, не вопрос. Раз, там тоже трубку сняли. Буквально минут 10 посидел. Заявку прислали. Пошли заезжать. На удивление как-то, да? Как обычно, быстро не происходит. Наверное, еще все впереди. Веселье. Ну, погнали. Там он уже авария на перекрестке. Один
не уступил второму. Подставил ему левую заднюю часть. И тот, который по прямой летел, все, морда в хлам. Все, едем заезжать. С 8 работает проходная, так, на будущее, чтобы знать. Ну, сейчас здесь досмотры. Что ж ты будешь делать? Вся фигня, все как положено. Ну, немножко даже и колейка рассосалась. Тут была колейка на заезд, сейчас он рассосалась маленько. Ну, ящики открывания, ну, все само собой, разумеющееся. Вот это все, наверное, на заезд стоят, так что и мы сюда. Будем ждать. Пол-10 мы внутри. Нет, никакого жесткого шмона, ничего, все культурно. Откройте там. Бомбу не везете. Не. Нам нужен склад 1102. Эх, господи. Мам. Не пристегнулся, он рвается. Он мне сказал, за переездом налево. Вообще написано было, что несанкционированная фото-видеосъемка запрещена, поэтому, простите, неприятности они не нужны никому. Пока тут ползем. Так, переезд. А, вон там машинка пошла. Какие итоги? Давайте подобьем, пока мы тут. Итого у меня получилось 5318 километров. Наверное, не здесь налево, а здесь слишком. Дальше там. Тут некуда налево поворачивать. Вот. Кто звонит? Да. Нет, Алексей. Да. Да. Вот склад еще 1102. Правильно? Да. Нет. Я и еду пока прямо, вот еще даже до сих пор. Я понял. В общем, как въехал на проходную, так все время. Ага. Все. Все. Хорошо. Спасибо. О. Позвонила тетушка. Этот охранник мне тут
Хорошо не свернул никуда налево. Женщина позвонила, говорит, вы уже в заводе? Говорит, какой вы молодец. Меня покраснеть заставил. Говорит, целый час просто. Все время прямо. И будет указатель стрелка 11:02. Склад налево 200 метров. И там склад. Кладовщики предупреждены. Едем целый час просто так. Да, мы сейчас подведем, да, итоги. Ну, тут получится побольше. Ну, грубо сейчас 5300, уже почти 19 километров. Расход 29,3 с 21 тонны. Отлично, это прекрасный расход. Ман, красавчик, выдал. Ну и ехали неделю. Так. В носу ковыряясь, не напрягаясь. Участок готовой отгрузки, готовой продукции. Это нам не надо. Откуда она мой номер знает? Я никому не давал. В общем, все, поехали искать склад 11:02. Выгружаемся. Часик постоял. Погрузчик занят был. Все наши флюсы доехали. Как я их загрузил, вот как их растянул, все так и стоит. Еще раз повторю, здесь увязывать нет никакого смысла. Тупо подавишь вот эти вот коробки и все. От этой увязки нет никакого резона. Ждем. Уже все, под рампу подогнал. Сейчас сказал, меня придет выгружать. Начнет. Без 15:12. Все, разгружен. Делаем фото ЦМРки. Отсылаем на офис. Это обязательная процедура. И ну подождем пока здесь в заводе. В Минске без 15:08. Постою тут. Не выгоняет вроде никто. Часика 4 можно постоять здесь, если что. Если ничего не придет, часа в 4 можно отсюда сваливать. Сейчас какой часик? Можно обед тут сесть сделать. Правда, связь тут так себе на заводе. Вот. Ждем. До первой звезды говорить нельзя. Доки можно прятать. Даже солнышко выглянуло, что-то так распогодилось, смотрю. Файлик. Одну перевозку мы закончили. Будем ждать новостей и указаний, чего дальше. Сегодня у нас 20 декабря. До Нового года осталось 11 дней.